Герой этого сюжета Денис Силкин, 18-летний парень из Краснодара. За 4 года в уличном спорте Денис смог стать профессиональным атлетом. Занимал 3-е место на чемпионате мира в 2019, брал 1-е место на масштабном чемпионате премия Кардо 2020, где собирались лучшие атлеты. Дэн – 7-кратный чемпион Краснодарского края по воркауту и установил рекорд мира в элементе лачгейнер на 180 10 раз подряд. Мы связались с Дэном и давай узнаем, как он тренируется. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. У Дениса хорошие пропорции для занятия воркаутом. Рост 1,70 м, вес 65 кг. Изначально, когда он только начинал заниматься и поехал на первые соревнования, Дэн понял, что в его крае уже очень много топовых атлетов, и до них парню еще как до луны. К примеру, это была команда ФСК Team, в которой были либо жесткие статики, либо динамики. И у Дэна просто не было шансов против них. Он мечтал о том, как выигрывает у ребят и попадает в команду ФСК Team. И тогда где-то в самых нереальных мечтах представлял, как выступает на чемпионате мира. Атлет начал выигрывать на местных фестивалях, и его взяли в эту команду. Туда входят такие атлеты, как Алексей Кобяков, который занимал 3-е место на Battle of the Bars в Казахстане в 2017, известный атлет Меринов Алексей, и Галина Сидоренко, занимала 1-е место в мире в 2017. Вот что говорит сам Денис. Я стал видеть, что мои мечты сбываются, но не магическим образом, а за счет моего упорства и желания. И я понял, что если постараться, то можно и на чемпионат мира попасть. Ну, и в итоге я попал, а еще и 3-е место занял. А сейчас стремлюсь к 1-му. Я думал, как догнать тех, кто прогрессирует вместе с тобой. Ты станешь как они, а они за это время тоже спрогрессируют. Но на самом деле все получилось, как видим, не так. Дэн пользуется большими напольными брусьями, параллельцами. А если смотреть на небольшие упоры для отжиманий, то на них можно изучать все тот же горизонт, стойку на руках, делать обычные отжимания с глубокой амплитудой или в стойке, у кого как позволяют силы, или все тот же самолет. Ну а главное, они компактные для квартиры или дома. Отец моего друга как-то сделал такие упоры из металла, и даже в общаге, где все места были заняты и в комнате особо не развернуться, товарищ по вечерам доставал их из-под кровати и отжимался в стойке. С зимы к лету он уже был без проблем привыкший к таким отжиманиям. Когда в начале июня, после зимней спячки, мы пошли на уличную площадку, то в руках товарища была уверенность при отжиманиях в стойке на высоких брусьях. Поэтому такие упоры точно пригодятся нам этой зимой. Давай зайдем на e-каталог и посмотрим, какие есть варианты. Так, отфильтруем по средней цене, так как здесь есть супер дешевые варианты, которые быстро сломаются, и мы такие не рассматриваем. Ну вот, допустим, если мы просто хотим отжиматься, то больше подойдет вот такое. А если делать еще и какие-то элементы, то такая конструкция. А эти вообще чем-то напоминают утюг. Главное не перепутать. В общем, я ссылку для удобства в описании оставлю, а вы уже выбирайте, кому и для чего нужно. Интересный факт. До воркаута Дэн очень сильно не любил занятия спортом. Потом однажды приехал дядя из армии и показал элемент флажок. Он загорелся им и стал искать обучалки в интернете. Так и узнал о воркауте. Изначально он тренировался на старых школьных турниках, поскольку 4 года назад жил в небольшом городке. Дэн учил всю динамику на асфальте. 360, 540, гейнер на 180 и даже масл-ап 540 он выучил на асфальте и без матов. Ну, гимнастических. Потом в городе построили новую спортивную площадку, где Денис первое время проводил групповые занятия. Но она все же не подходила для нормальных тренировок. Атлет накопил деньги и построил собственную площадку у себя во дворе. Там был длинный турник и маты для безопасности. Самыми крутыми соревнованиями на его памяти это был чемпионат мира. Когда Дэн отправлял ролик на видеоотбор, он не был уверен, что пройдет. На чемпионате познакомился со всеми топовыми атлетами мира. Денис хорошо владеет английским, и общаться ему было просто. Волновался при оглашении и в итоге 3-е место в легкой весовой и 4-е в абсолютной категории по миру. Изначально атлет тренировал только статику, а потом добавил и динамику, но слил уровень статики. А потом стал объединять это все вместе. Сейчас Дэн тренируется 3 раза в неделю по 3 часа. На тренировке сначала это разминка, затем комбинации со статикой, динамикой и оттачивает отдельные сложные динамические элементы.
Затем полностью забивается статикой и в конце делает базу, плюс немного работает с железом. Как же парень готовится к соревнованиям? Разберем на примере кардо. Впечатления от кардо у победителя очень хорошие. Это лучший фестиваль, на котором он был, признался атлет. Участников было очень много, более 70, и большая часть ребят были очень сильные, особенно те, кто прошел в финал. При подготовке в тренировках в целом ничего не меняется. Когда он ехал, то рассчитывал на победу, и волнение перед выступлением есть всегда, но когда начинаешь выступать, оно полностью пропадает. Насчет непредвиденных падений. Стратегия у Дэна такова, что он выполняет те элементы, в которых уверен на 100%, поэтому практически не падает, и это дает огромное преимущество. Чаще всего он импровизирует, придумывает связки на ходу, но если баттл серьезный, то продумывает заранее. Тут все довольно сложно. Можно рискнуть и сделать сложный трюк, а можно и упасть и автоматически проиграть. Поэтому Дэн предпочитает не рисковать и показывает максимальную стабильность. Первый баттл с Лехой Мериновым Дэн выиграл. Далее был тройной баттл. Силкин, Азаров и третий парень. Денис прошел дальше. Ну и финал кардо. Силкин, Федоров, Курбангасанов и атлет Рамазан. И победа Дениса. Ребят, на этом канале Владарович ты найдешь регулярные выпуски на тему спорта. Жми колокольчик. Примерные показатели. Подтягивание в районе 40, брусья в районе 70, отжимания от пола в районе 100 и выходы на 2 около 18 раз. Еще тренирует подтягивание на одной руке. Рекорд на правой 11, на левой 8. Как считает Дэн, минимальная база для изучения элементов – это 20 подтягиваний, 40 брусья, 60 от пола и несколько выходов на 2 руки, ну и 30 секунд уголка. Как я говорил в начале, Денис больше всех в мире сделал латчгейнер на 180, 10 повторений подряд. Он говорил, что на самом деле идея рекорда вышла случайно, и латчгейнер на 180 – это его любимый элемент динамики. Выучил 2-3 раза подряд. Потом вспомнил, что атлет из Испании делал 5, и Дэн сделал 6 раз. После 8 и совсем недавно 10 повторений. Он не тренировался специально для рекорда, просто понял технику. Ребят, с таким послужным списком у Дениса травм было тоже довольно много. С самого начала тренировок локоть по неопытности, сейчас это почти прошло. Была трещина в каждой пятке, трещина в пальце руки, которая заживала больше года, и несколько раз вылетает плечо. Были травмы предплечий и связок в руках. Конечно, лучше изучать все на матах или любых мягких штуках. Чем толще маты, тем лучше. Но желательно, чтобы они были в меру мягкие и в меру жесткие. Атлет делал маты из 3 слоев поролона. Страх перебороть довольно сложно, и Дэн справляется с этим постепенно. Включает мощную музыку, заряжается энергией и делает новый элемент, не думая о страхе. Лямками не пользуются, а вот магнезией постоянно, без нее никак. Есть ли у Дениса те, кому он подражает? Атлет говорил, что никого не хочет копировать и у него свой стиль, однако есть некоторые атлеты. В статике это Зиулус, Эммануэль, Каменов, Виктор Алендес и Эрик Ортис. В динамике Кубилоус, Маури, Тони Гасте, Азаров и Меренцев. Также хорошо относится и к Лайзенсу. Наиболее сложные элементы, которые умеет атлет. В статике это очень низкий самолет ноги вместе, передний вис на одной руке. Кстати, вис на 2 он держит около 45 секунд и делает разные варианты в горизонте. В динамике это 720, 540 muscle up, Егер, внутренний в зацеп и его вариации. X-вылет на 360. Кстати, больше фото и информации о Денисе я собрал в статье в телеграм-канале Владарович. Переходи, ссылка будет в описании. Я спросил, какой бы совет Денис дал самому себе, если бы только сейчас начинал тренироваться заново. Атлет говорит, что делал бы упор на разминку, вспоминаем о травмах выше, и оттачивал бы сразу как статику, так и динамику. По восстановлению тренируется через день. Этого времени ему хватает, чтобы полностью отдохнуть. Телосложение у Дениса худощавое, и он, как эктоморф, довольно сложно набирает массу. Старается питаться 5 раз в день, и ограничений в рационе как таковых нет. Спортивные добавки давно не использовал. Кстати, это, наверное, первый атлет, о котором я рассказывал, который хоть как-то следит за приемами пищи. Чем еще увлекается Дэн? Сейчас время проходит очень быстро, ведь помимо тренировок он учится в вузе, тратит время на работу, курсы.
Также изучает английский язык уже на протяжении 12 лет и более 2 лет психологию. Кроме того, проводит время с друзьями и в принципе старается все успевать. Денис еще занимается видеосъемкой в Краснодаре и имеет рабочую страничку в Instagram. Ссылка будет в описании, если интересно посмотреть больше примеров его работ. Я глянул только одно такое видео и следом не заметил, как посмотрел и остальные. Разные жанры, не только спорт. Если кому-то нужна помощь по видеосъемке в Краснодаре, то обращайтесь к Денису. И по моему промокоду Владарович будет индивидуальная скидка. Возвращаемся к спорту. Кроме воркаута, Дэн немного занимается армрестлингом. Это помогает укрепить связки для таких элементов, как выход принца на 2, крест, самолет и так далее. Еще довольно часто тренит на кольцах, что дает хороший прогресс в статике. Атлет еще и успевает проявлять себя как тренера. Уже 3 года ведет групповые занятия, около 30 человек. И некоторые из ребят делают успехи и начинают выигрывать местные соревнования. Цитата от Дениса. В любом виде спорта, не только в воркауте, необходима должная мотивация. Как бы усердно ты ни занимался, без желания ты не достигнешь ничего. У меня был довольно быстрый прогресс, и дело тут далеко не в моей генетике. Дело в моем желании. Я вскакивал в 3 часа ночи и удерживал самолет на время. Пробовал тянуть принца, когда уже не ощущал рук. Я падал 100 раз с одного и того же элемента, но все равно продолжал пробовать и его в итоге делал. Сила идет не столько из мышц и связок, а сколько из наших мыслей. Вы даже не представляете, чего вы можете добиться, если поверите в то, что это возможно. Это одна из причин, по которой я не могу тренить без музыки. Без нее нет настроя и мотивации. Также в тренировках мне помогают и другие атлеты, которые находятся рядом с тобой и делают сложные трюки. Но я всегда вспоминал, ради чего я начинал, и это мотивировало меня идти дальше. Ребят, я в воркауте с 2011 года, а на ютубе с 2019. Если тебе интересны индивидуальные программы тренировок по калистенике или нужна помощь в развитии своего YouTube канала, то напиши мне, контакты в описании. И еще там можно получить мою мини-книгу по воркауту для начинающих. Ребят, я уверен, что выпуск вам понравился, ведь я максимально постарался раскрыть Дениса как человека и как атлета. Напиши свое мнение, что ты думаешь о герое. А следующее видео будет о Георгии Завадском, одном из мощнейших статиков Украины, и он выигрывал на зарубежных соревнованиях. Моя мотивация делать подобные сюжеты – это твоя реакция, поэтому жду нажатый лайк под видео и колокольчик на пункт «Все уведомления». А сейчас я предлагаю тебе встретиться в других роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях. Автор сюжета – я, Владарович. Разбуди в себе атлета.